Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что делать с черными тканями? Есть немного кусочков. Они разной формы, разных размеров, лежат без дела. Это остатки от пошива школьной формы. Для начала мы их все переберем. И где можем, выкроем квадраты 12 на 12 сантиметров или 10 на 10 сантиметров. Уж на что хватит. Ткани разного качества. Есть и плотные костюмные, есть и стрейч. Они тянутся во все стороны. Определяем направление долевой и выкраиваем квадраты. С квадратами 10 на 10 сантиметров мы поработаем в другой раз. А на квадраты 12 на 12 сантиметров делаем отметки. Обрисовываем клинышек. Рисуем диагональ и от одного угла в обе стороны откладываем по 3,5 сантиметра. Соединяем эти точки с противоположным углом. Намечаем эти линии на ткани. Перебрала свои запасы лоскутков и нашла узкие полоски ткани. Для начала мы их рассортируем по длине. Ориентируемся по нашей выкройке клинышку. Все, что длиннее, в одну кучку, все короткие кусочки в другую. Дальнейшая работа очень простая. У цветной полоски ткани подгибаем один край, накладываем его поверх черного квадратика, совмещаем с нарисованными метками и пришиваем. Почему прошиваем именно так? Потому что видно линию, по которой надо шить. Обшили одну сторону квадратика, сразу же работаем и с другой. В первом ряде можно придумывать самые разные цветовые сочетания. У меня были до этого работы с ярко выраженными бирюзовыми, розовыми и красными кристаллами. Когда пришили первый ряд полосок, надо на всех деталях подрезать, убрать лишнюю ткань, вот эти торчащие концы. А уже после этого перейти к работе над вторым рядом полосок. Здесь работаем немного по-другому. Полоски ткани накладываем сверху, лицом к лицу и прошиваем. Затем мы их будем отгибать. Шьем мы из остатков. Полоски у нас разной ширины. И если надо, то нашиваем еще и третий ряд полосок. Когда все готово, детали тщательно проутюживаем с паром. Затем по шаблону проверяем, чтобы швы совпадали с нашей выкройкой. Все промеряем и отрезаем лишнюю ткань. А вот теперь смотрите. У нас получились очень интересные заготовки. В принципе, из них уже сейчас можно составить красивый звездный узор или крупные кристаллы на черном фоне. Но можно и еще продолжить работу. Попробовать закрыть тканью свободный черный угол. Смотрите, что у нас получилось. Использовали все мелкие цветные кусочки.
Заготовки проутюживаем и подравниваем. А дальше уже выкладываем новый интересный узор. Детали можно крутить и перекладывать. Смотрите сами, как вам больше нравится. Когда составлен узор, приступаем к сшиванию полотна. Всего у меня получилось 16 деталей. Раскладка 4 на 4. Сначала сошьем вместе, соединим все детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой. Конечно же, все детали шьем гирляндой, одну за другой. Нитки не обрываем. Закрепки делаем обязательно. Отшитые гирлянды расправляем и сшиваем вместе. Получается очень интересное полотно. Все ряды держатся на швах, на соединительных нитках. Перед дальнейшей работой заготовку надо тщательно проутюжить, а уже потом сделать соединительные горизонтальные швы. Готовое полотно получилось просто шикарное. Россыпь сияющих кристаллов на черном фоне. И вот эта клетчатая ткань по краям делает край кристаллов немного размытым, сияющим, полупрозрачным. Получились бриллианты. Луч света, попадая внутрь, многократно отражается от всех граней и заставляет кристаллы сиять и переливаться всеми цветами радуги. Размер моей заготовки получился 43 на 43 сантиметра. Самое то для декоративной диванной подушки. Но у меня пока больше нет обрезков черной ткани, чтобы придумать и сшить продолжение. Поэтому, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. А свои результаты обязательно покажите в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Ищите меня и на платформе Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!